Всем привет! Я приехала отдыхать на все включено в отель «Титаник Палас». Это пятизвездочный отель в Хургаде на первой линии. У него есть собственный аквапарк и красивая зеленая территория. Отель очень популярный, у него огромное число позитивных отзывов. Туристы часто пишут, что это самый лучший вариант размещения в Хургаде по соотношению цена-качество. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Пятизвездочный отель «Титаник Палас» расположен в 17 километрах от аэропорта Хургады. Он занимает красивую территорию на берегу Красного моря. К отелю «Титаник Палас» примыкает его брат «Титаник Бич». Им тоже можно пользоваться. По сути, это один гигантский резорт. На ресепшн гостей встречают приветливые сотрудники, которые говорят на нескольких языках, в том числе и на русском. Отель «Титаник Палас» впечатляет с первых минут. Картины, витражи, скульптуры и многочисленные отсылки к античному миру. Я очень люблю отели, в которых хочется рассматривать и фотографировать каждый уголок. А вы? «Титаник Палас» состоит из основного корпуса со стандартными и семейными номерами, дополнительных зданий, где расположены номера с прямым выходом в бассейны, и отдельно стоящих домиков. Давайте посмотрим, где поселилась я. В отеле «Титаник Палас» несколько категорий номеров. Это стандарты, семейные, номера с VIMAP с прямым выходом в бассейн и домики. Я приехала на романтические выходные, и мы решили остановиться в домике. Тут тоже есть свой выход к бассейну, и посмотрите, как его украсили. Сейчас в отеле идет реновация, у меня отреновированный номер. Давайте посмотрим, что в нем есть. На входе стоит большой шкаф. Это отделение с вешалками. Вот тут зеркало во весь рост, тут отделение с полками и стоит сейф. Он бесплатный. Здесь еще одно отделение, тут еще лежат подушки, пледы, все, что может понадобиться. Чувствуется, что мебель новая, даже пахнет деревом. Посмотрите, какой светлый и просторный номер. Здесь очень приятно находиться. Кровать тут двуспальная. Видно, что постельное белье новое. По краям от кровати стоят тумбочки, тоже новенькие. В номере есть кондиционер и большой современный телевизор. Здесь стоит чайник и набор для приготовления чая и кофе. Еще тут есть мини-бар, в нем вода, спрайт и кола. В этом отеле бесплатный Wi-Fi на всей территории, в том числе и на пляже, и в номерах. А теперь давайте выйдем на балкон. Это самое главное, ради чего стоит брать именно такой домик. На балконе стоит стол, стулья, такая зона отдыха. И вот отсюда можно прямо выйти в бассейн, плавать и любоваться пальмами. И совсем недалеко находится море. Ванная комната тут просторная, со свежим ремонтом, хорошей сантехникой. Вижу, что полотенца новые. Еще в номере есть халаты и тапочки. Из гигиенических принадлежностей есть шампунь, гель для душа, мыло и зубные щетки. Душевая кабина тоже просторная и видно, что она новая. Мне кажется, что номер соответствует уровню пятизвездочного отеля. Мне нравится, что здесь подумали о деталях. Тут есть халаты, тапочки, настоящая, а не пластиковая посуда, даже фумигатор, потому что здесь могут быть комары. В общем, я довольна выбором. Напишите в комментариях, понравился ли такой номер вам. И как вы считаете, стоит ли доплатить, чтобы поселиться в таком необычном номере, а не в стандарте? Я точно знаю, что у меня были соседи, но я их совсем не слышала. Это очевидный плюс жизни в домике. Еще отмечу отличную уборку. В отеле вообще внимательно следят за чистотой. А если вы тоже хотите отметить в отеле какое-то особенное событие, свяжитесь с Guest Relation, чтобы заказать украшения в номер или поздравления близкому человеку.
Прогуляемся по территории отеля «Титаник Палас». Она оказалась ухоженной и хорошо продуманной. Напомню, что гости резорта могут пользоваться территорией соседнего отеля «Титаник Бич». Причем не только бассейнами и пляжем, но и ресторанами, барами и любыми развлечениями. Это очень удобно, потому что туристы равномерно распределяются по огромному резорту, и нигде не бывает ни толп, ни очередей. Внушительную часть территории занимают бассейны. Самый большой подогревается в зимний период. Также в отеле есть собственный аквапарк с хорошими горками. Для катания предлагают специальные коврики и круги. Часть аквапарка подогревается в зимнее время. Для любителей экстремальных, но безопасных развлечений в аквапарке есть искусственная река для рафтинга. Тут же расположен бассейн с морской водой и максимальной глубиной 180 см. В нем комфортно даже зимой. Высокие бортики не пропускают ветер, а вода подогревается. Детская зона аквапарка выполнена в виде корабля с небольшими горками. Кроме того, для детей в отеле работает мини-клуб, где проводят различные занятия. Также есть игровые площадки с горками и качелями. Взрослым предлагают спокойные и активные развлечения. В отеле есть бесплатный спортзал, амфитеатр на 700 зрителей, теннисный корт и поле для мини-гольфа. Анимация в «Титанике» активная, но совершенно ненавязчивая. Зарядка, уроки танцев, йога. Легко найти что-то по душе. Возможно, вам так не кажется, но честные обзоры отелей – это большой труд. Пока многие туристы отдыхают, я снимаю видео и действительно много делаю. Поэтому я прошу вас поддержать меня лайком и подписаться на мой канал. Здесь вас ждут честные обзоры отелей и полезные советы об отдыхе на самых популярных курортах. Территория отеля «Титаник Палас» понравилась мне тем, что здесь легко найти комфортное место. Тут есть очень тихие уголки и оживленные места, где всегда весело. Вечером в отеле царит особая атмосфера. Кто-то отправляется в игровой центр, чтобы за дополнительную плату поиграть в боулинг или бильярд. Кто-то устраивается в лобби с коктейлями или смотрит футбол на большом экране. А кто-то просто гуляет по красивой территории отеля «Титаник Палас». После ужина аниматоры развлекают детей на мини-диско, а затем устраивают шоу и для взрослых. В отеле столько интересного, что за его территорию можно даже не выходить, разве что на экскурсии. Чем кормят в отеле «Титаник Палас» на шведском столе? На территории 2 основных ресторана, еще 2 в соседнем отеле. Можно пойти в любой. Давайте посмотрим завтрак. По утрам в ресторане предлагают несколько горячих блюд. Сосиски, пюре, фасоль, тушеные овощи и так далее. Омлеты готовят индивидуально. Также по утрам обязательно есть каша. На улице ежедневно предлагают блюда местной кухни, а также пекут блинчики и пончики.
Мне нравится выбор сыра и ветчины. В этом отеле они действительно вкусные. Из холодных закусок есть свежие овощи, оливки и соленья. Еще предлагают хлопья с молоком и очень хороший выбор выпечки, в том числе вкуснейшие теплые круассаны. На шведском столе есть различные йогурты, халва, мед и варенье, фрукты, свежие, сушеные и в сиропе. Из диетического питания – творог, джем без сахара, обезжиренный йогурт. Из напитков – чай, кофе, молоко, какао и сок. Я довольна и выбором, и вкусом еды. А сейчас я покажу вам обед в отеле Titanic Palace. На улице обычно разжигают печи, готовят пиццу и жарят мясо. На шведском столе достойный выбор свежих овощей, холодных закусок и горячих блюд. На обед всегда есть два вида супа, паста, мясо и рыба. Иногда готовят морепродукты. Я довольна и сервисом в ресторане. Официанты ходят в красивой морской форме. Они быстро убирают грязную посуду со столов и разносят гостям напитки. Очередей за едой нет. Туристам доступно несколько ресторанов, поэтому в каждом из них достаточно свободно. Посмотрим ужин в отеле Titanic Palace. На улице всегда что-то жарят – рыбу, мясо или курицу. Это всегда эффектно и очень вкусно. В огромной печи пекут традиционные лепешки. Советую их попробовать. Мне кажется, что выбор еды на шведском столе очень достойный. Всегда есть и что-то классическое, и что-то интересное. Несколько раз в неделю в отеле проходят тематические ужины. Например, мексиканской или восточной кухни. В зависимости от этого меняются не только главные блюда, но и форма официантов. Еда на шведском столе никогда не заканчивается. Новые порции блюд всегда выносят своевременно. Очередей я ни разу не видела. А еще тут отличный выбор вкусных десертов. С фруктами тоже все хорошо. Для марта в Египте наполнение очень достойное. Главная фишка Титаника в том, что на ужин гости могут ходить в рестораны а-ля карт на территории двух отелей, причем без ограничений и предварительной записи. Бронировать столики заранее нужно только в двух ресторанах. Например, можно пойти в монгольский ресторан. Тут каждый сам собирает компоненты своего блюда и отдает их повару, который жарит все с огоньком. Еще есть китайский, индийский, мексиканский ресторан. Везде интересно и вкусно. Больше всего меня впечатлил ресторан японской кухни. Повар готовит лишь для 10 гостей и устраивает настоящее шоу прямо перед вами. Пожалуй, это один из самых необычных ужинов в моей жизни. Словом, в этом отеле очень стараются порадовать гостей и устроить им настоящий праздник.
Этот отель хорош во всем, но единственное, с чем ему не повезло, это заход в море. Здесь часто бывают отливы, и чтобы искупаться, нужно очень долго идти по колено. У отеля есть собственный пирс, с которого можно нырять. Там есть коралловый риф, это красиво, но знайте, что для купания здесь нужны специальные тапочки, потому что дно здесь с кораллами. А вот сам пляж здесь очень хороший, он классно продуман. Здесь песочек, пляж широкий, длинный, по нему классно гулять. Много лежаков, зонтиков, есть кабинки для переодевания, души, бар, в котором можно полноценно пообедать, разные зоны отдыха, фотозоны. В общем, здесь очень приятно находиться, очень комфортно. А еще на пляже есть детские игровые площадки, неподалеку находится бассейн, в котором можно искупаться. И еще на пляже работает Wi-Fi, в том числе и на пирсе. Это большая редкость для Египта. Море не всегда уходит далеко, поэтому детям тут комфортно. Взрослым все же удобнее пойти на пирс. Прыгать не обязательно, можно спуститься в воду по лестнице. Также на пляже можно играть в волейбол, петанг или пляжный футбол. Тут есть заграждение от ветра и мягкие лежаки удобной конструкции. Пляжные полотенца меняют ежедневно и бесплатно. В одном баре на пляже подают только напитки, а в другом еще и закуски, мороженое и фрукты. А у бассейна днем туристам предлагают вафли и другие снеки. С питанием в этом отеле вообще полный порядок. На пляже легко провести целый день. Я купалась либо у пирса, либо в бассейне с морской водой. А еще мне понравился коралловый риф с красивыми рыбками. Мой отдых в Титаник Палас был таким насыщенным, что я даже не выходила за территорию. В этом отеле можно проводить время и спокойно, и активно. Я плавала, много гуляла, вкусно ела и каталась на горках. Поездка удалась. Я согласна с туристами, которые пишут в отзывах, что Титаник Палас – это лучший отель Хургады по соотношению цена-качество. Мне действительно понравилось тут отдыхать. Тут классный аквапарк, очень заботливый персонал, вкусное питание, огромная зеленая территория. В общем, я довольна на 100% и однозначно рекомендую этот отель вам. Напишите в комментариях, что вы думаете про Титаник Палас. Понравился он вам или нет? Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только.